Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч. И в этом ролике я расскажу вам, как же правильно разложить печку под казан, под ту плиту, которую вы приобрели. На примере покажу. Плиты 75 на 75 сантиметров, 70 на 70, 60 на 60. И самый сложный вариант это 50 на 50 сантиметров, друзья. Ну и в двух словах скажу, что 70 и 75 сантиметров плиты можно смело собирать по проекту, ничего менять не надо. А вот если вы купили плиту чугунную размерами 60 на 60 сантиметров или 50 на 52 сантиметра, ну или как принято говорить 50 на 50 сантиметров, то тут уже надо печку раскладывать под размер этой плиты. И связано это, друзья, с тем, чтобы огнеупорный кирпич печки под казан не выступал слишком много за пределы чугунной плиты. Это все связано с финишным покрытием вашего барбекю комплекса. Ну, к примеру, возьмем за основу это гранитная плита. Вот она не должна опираться на огнеупорный кирпич, а должно идти опирание только на облицовочный кирпич. Если у вас плита гранитная заходит на огнеупорный кирпич, то вам надо под нее подложить базальтовый лист и не наносить клей, друзья. Ну и давайте приступим к просмотру, как же это все сделать вживую. Начнем с первого ряда. Поехали. Давайте я так вот в экранчик в маленький перемещусь. И что мы видим? Здесь у меня мангал с печью под казан. Печка под казан с правой стороны. Это самый популярный барбекю комплекс. Поэтому я решил снимать видео именно на примере этого проекта. Здесь я уже плиты нарисовал. Ну, вернее, накопировал 75 на 75 сантиметров. 70 на 70, 60 на 60 и 50 на 50. Ну, вообще 52 на 52. Ну, чаще всего говорят 50 на 50. Так, теперь нам надо разобрать всю конструкцию. Давайте начнем сверху. Допустим. Итак, вот мы пришли на первый ряд барбекю комплекса. Друзья, если у вас плиты 75 и 70 сантиметров, то они подходят идеально под размеры данной конструкции. Но вот если у вас уже плита будет 60 на 60, то здесь надо будет делать подгонку раскладки этой плиты. Потому что вы видите, вот насколько она меньше размерами плита, чем печка под казан. То есть получается, если вы будете ее печку разложите по проекту, то плита просто у вас, можно сказать, ни на чем не будет опираться. Буквально там по несколько сантиметров опирания будет. И вот такая установка плиты на барбекю комплекс недопустима. Потому что финишное покрытие, оно не должно опираться на огнеупорный кирпич. Почему? Потому что вот эта вся топка огнеупорных кирпичей, она двигается при расширении, она шевелится, поднимается вверх, расширяется по кругу. Но это незаметно физически, вернее, глазами незаметно, но на самом деле это движение есть. И если гранит у вас будет опираться на огнеупорный кирпич, то он будет постоянно лопаться. То есть все время будет трескаться, разваливаться, вам будете перекладывать, оно опять будет трескаться. Поэтому, если у вас вдруг вот так получился такой вариант, да, что надо делать? На огнеупорный кирпич вам надо положить базальт. И гранит должен опираться только на облицовочный кирпич. На простой плиточный клей положили, на огнеупорный кирпич положили базальт. Второе, смотрите, обязательно у вас
высота, вернее, печки, да, под казан должна закончиться, исходя из того расчета, чтобы вот верх чугунной плиты был в одной плоскости с гранитом. То есть, если у вас чугунная плита сантиметр, а гранит 3 сантиметра толщиной, то, значит, рассчитывайте, что под плиту вам надо будет наложить столько раствора, чтобы все вышло в одну плоскость с гранитом. Это вот тоже важный момент. Ну, в проектах об этом говорю, но еще раз не лишнее не будет повторить. Теперь смотрите, что будет, если положить сюда плиту 75 сантиметров. Оп, видите, она практически полностью перекрывает таблицу, вот этот огнеупорный кирпич. Идеально ложится. Удаляем ее. 70 на 70. Вот так копируем. Небольшие выступы огнеупорного кирпича тоже допустимо. То есть базальт будет перекрывать вот эту часть. Ну и здесь вы видите, сколько опора под гранит. Вон 18 сантиметров опора будет гранита. И тут всего, ну, давайте примерно прикинем, около 4 сантиметра выступает огнеупорный кирпич. То есть так еще допустимо. 50 на 50 вообще, можно сказать, провалится просто в дырку прям. То есть плита даже меньше, чем проем, да, внутренний периметр печки под казан, которая в проекте идет. Здесь у нас вот 53 на 53, а плита под казан 52 на 52. То есть свободно она туда проваливается. Поэтому, друзья, и надо раскладывать печку под размер чугунной плиты. Если вы купили плиту 50 на 50 или 60 на 60. Давайте начнем с раскладки 60 на 60. Почему я рекомендую раскладку эту делать с первого ряда? Не выкладывать печку до огнеупорного кирпича, да, до 6-го ряда там. Так, сейчас я примагничу. А именно прям при раскладке первого ряда. Значит, вот так вот ее позиционируете, эту плиту. Смотрите. Запоминайте. Начинаем технологию раскладки. Видите, я ее сместил к задней стенке барбекю комплекса и сместил ближе к мангалу. То есть вот здесь у нас мангал, к этому углу я сместил. Значит, теперь вот эти кирпичи убираете. Сюда половинку там положите. И ваша задача вот эти кирпичи облицовочные, ну, вот так вот берете и вот так вот их сюда складываете. Так. Так, друзья, и смотрите, чтобы у вас все прям правильно получилось, поэтому надо все раскладывать на сухую, не рассчитывая там на авось, чтобы у вас потом не было проблем с самой перевязкой кирпичной, чтобы половинка никуда не попала лишняя там. Вот так вот начинаете раскладку делать отсюда. Здесь у вас кирпич сюда повернет. Это тоже сюда вот так. Всю раскладку делайте с расчетом толщины швов. Обязательно. То есть, как толщину швов вы разложили везде, так вот она и будет дальше идти. В программе немножко физически легче, конечно, но так вот на самом деле сложнее все это раскладку сделать, быстрее руками разложить, чем на компьютере. В общем, вот так вот, смотрите, все это раскладываете. Первый ряд.
И все. Вот у вас уже облицовка готова. Что у нас получается? Видите, печка немножко уменьшилась на пол кирпича. Значит, можете второй ряд тоже разложить на сухую, чтобы увидеть, как идет дальше перевязка. Видите, здесь по проекту вот так идет. Вы все это должны будете разложить уже с учетом новых размеров. Это надо будет сделать прям вживую. Поэтому я еще раз напоминаю, друзья, и рекомендую сначала купить проект, а потом уже все остальное покупать. То есть плиты, там все эти вещи уже после того, как вы купили проект. Потому что проект уже полностью все рассчитано. Я не то что несколько, 2 месяца я раскладывал этот проект, все высчитывал по кирпичикам. Поэтому конструкция уже, она и проверена моими подписчиками, и вся вот реально вживую собрана. То есть здесь уже вся технология высчитана. И чтобы вот так вот не мучаться, проще готовый проект купить и под его размеры уже покупать все чугунное литье. Теперь это все должно быть посередине. Теперь сюда со второго ряда устанавливается поддувальная дверка. И вам надо будет тоже ее сейчас всю разметить. Дверка поддувальная. Вот она в коробе. Ее надо разместить посередине печки. Поддувальная дверка устанавливается и размечается по центру чугунной плиты. То есть у нас получается вот такая картина. Здесь, значит, у нас идет не по симметрии с кирпичами, а смещается на пол кирпича, значит, вернее, на четверть кирпича. И устанавливается прямо посередине проема топочной камеры. Не по наружной стороне размечаете, а по внутренней, то есть по центру. Перед тем, как собрать на раствор, вам надо будет каждый ряд раскладывать на сухую. Без раствора, так называемый, на сухую. Разложили. Можете даже 4 ряда разложить. Вот. Потом, когда все вот так вот сделали, у вас плита подойдет, вернее, печка подойдет уже к такому вот моменту, где вы будете подключать. Здесь у вас все остается по размерам. То есть вот эта стенка, задняя и левая стенка. Ну а если у вас печка с другой стороны, то значит вот с другой стороны вход, вернее сам вход, он остается неизменным. То есть вот эта часть, она будет у вас такая же. Единственное, что сместится передняя и вот эта вот крайняя стенка в середину сюда. И потом наверху уже выйдете, вы как раз все будет четко. Вот как с первого ряда вы разложили все правильно. Все, дальше у вас все так и пойдет. Потом когда вы выйдете на раскладку колосников, у вас уже просто другого варианта не будет. Вы уже не ошибетесь. У вас вот эти кирпичи, вот они, огнеупорные, они уже лежат напротив поддувальной дверки. То есть вот здесь вот колосники у вас и будут лежать. Это вот основное, что надо будет вам сделать при раскладке печки под казан под размеры 60 на 60 сантиметров. Ну и давайте теперь разложим, если у вас плита 50 на 50. Это вообще самый экстремальный маленький размер плиты под казан. Это уже если совсем места нету или слишком дорогая, допустим, для вас плита под казан
других размеров, то вот самая дешевая плита и в то же время самых маленьких размеров. Давайте эту сюда пока отодвинем. В общем, ее тоже вы кладете в самый угол вот сюда. Ближе к мангалу. Ну, друзья, я понимаю, если у вас печка под казан с левой стороны, да, то делайте все в зеркальном виде. То есть я показываю здесь, на примере этого вы должны уже понимать, что это у вас будет к правой стороне. Вы будете прижиматься. Ну, в любом случае, плиту раскладывайте ближе к мангалу. Вот, это основное правило. Ближе к мангалу. И все. Тут других вариантов нет. Потому что весь выход дымовых газов идет в сторону мангала. Здесь то же самое, друзья. Раскладывайте сразу первый ряд. То есть вот эти кирпичи. Значит, здесь у вас уже пойдет перевязка по-другому. То есть первый ряд обязательно надо раскладывать, чтобы у вас получилась правильная перевязка кирпичная. И чтобы вы потом вышли на правильный размер печки наверху, чтобы у вас не было косяков никаких. Здесь, видите, она плита как раз полностью будет перекрывать огнеупорный кирпич. То есть с этой плитой попроще даже, чем с плитой 60 на 60 сантиметров. Вот так скопировали. Тоже, друзья, с учетом размеров толщины шва. Все эти раскладки делайте обязательно. Иначе вы потом попадете на несоответствие размеров. Ну, давайте еще один ряд разложим. Здесь тоже, смотрите, вот эти кирпичи по центру идут. Эти сейчас уберем. То есть это все вы раскладываете не спеша. Вы, может быть, даже целый день придется вам потратить на раскладку. Если вот так вот у вас не совпадает с размерами по проекту, то придется вот так экспериментировать, да импровизировать. Вот, друзья, это вот размер печки под казан. Получается 50 на 50 сантиметров. Ну и вот сюда вот уже будет становиться поддувальная дверка. И прям над ней будет уже стоять топочная дверка. Видите, вот здесь в проекте все дверки в коробах из нержавейки. То есть 2 ряда над дверкой поддувальной. И будет устанавливаться дверка топочной камеры. Так, друзья, я тут немножко подправил. Значит, вот в таком виде у вас будет печка под казан, разложенная под размер плиты 50 на 50 сантиметров. Видите, геометрия печки вообще барбекю, вернее, уменьшилась, изменилась из-за того, что печка под казан стала гораздо меньше, почти на 25 сантиметров. Она ушла назад к задней стенке и также на 25 сантиметров ушла ближе к мангалу с крайней стороны. То есть вот такой вот барбекю комплекс получается. Если вы будете делать вот этот барбекю комплекс с маленькой плитой, то значит вам надо будет раскладку обязательно сделать и учитывать, что у вас будет барбекю комплекс не 3,5 метра, а 3 метра 24 сантиметра. То есть он уменьшится. Ну и давайте покажу, как будет выглядеть печка под казан, если с другой стороны вот так вот, ну, слева, допустим, да, печка под казан слева. Вот так вот она будет выглядеть. То есть прижимается к мангалу. Печка под казан прижимается к мангалу. Дальше вы все, друзья, раскладываете полностью
Вот, как я уже говорил, поэтапно. Каждый ряд разложили на сухую, все проверили, пошли дальше. Здесь вы раскладываете еще третий, четвертый ряд с проемом для поддувальной дверки. Устанавливаете поддувальную дверку, перекрываете ее. Пятый, шестой ряд. Уже устанавливаете там колосники по центру. Вот, поддувальной дверки будут у вас колосники. И так далее. Вы выходите на самый верх. И наверху, как я уже говорил, ваша задача вывести так, чтобы плита чугунная у вас вышла над огнеупорным кирпичом с учетом высоты, да, финишного покрытия. Если гранит 3 сантиметра, учитывайте, плюс шов. Если керамогранит, то керамогранит у нас сантиметр плюс шов. Ну, пол сантиметра на шов рассчитывайте. Значит, и плита у вас должна быть выше. Лучше, конечно, если плита будет на миллиметр, на 2 выше, чем финишное покрытие. То есть, чтобы она торчала немножко. Это делается все для того, чтобы, когда из казана будет выкипать все, чтобы вся эта вода, жир там, он скатывался с чугунной плиты на гранит на ваш. Скатился, и здесь вы его тряпочкой раз вытерли. Если плита чугунная будет в яме находиться, то имейте в виду, все, что выкипело, вот сюда нахлюпало, оно будет кататься, вот эти шарики, биться об стенку, может даже загореться. И будет у вас здесь огонь такой вот, пламя. Поэтому все должно скатиться с плиты на гранит. С гранита тряпочкой вытерли, и все. Это вот важный момент. Друзья, решайтесь на самостоятельную сборку. Кто хочет реализовать, собрать своими собственными руками барбекю своей мечты, для этого все есть на канале Пламя. Сайт mangalyplamя.ru. На нем вы найдете любой понравившийся вам проект. Как подогнать печку под казан под размеры вашей чугунной плиты, вы посмотрели. И также есть видеоролик, как вообще подогнать барбекю комплекс под размер вашего фундамента или помещения. Этот ролик тоже я привязываю вниз под видео в описании. Я с вами на этом прощаюсь. С вами был Михалыч, печник-блогер, ведущий канала Пламя. До новых встреч на моем канале. Всем здоровья, успехов в делах. Пока.